Привет, 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 песеры, с вами Морж. 100 лет у меня не было рубрики «Попиздим». В принципе, было особо не о чем, но сейчас у нас уже появляется первый геймплей 22 части на ПК и консолях. Завтра уже, в принципе, она выходит, так что можно будет пощупать своими ручками шаловливыми, ну и, собственно, высказать свое мнение. Ну а пока давайте, на фоне у меня будет Барселона, Бавария, почему бы и нет. Запись идет на PS5, на максимальном качестве в 60 FPS. И глядя на этот матч, можно говорить про то, что же нас ждет в мобильной версии 22 части. Чего стоит ожидать от этого футбольного симулятора, чего стоит не ожидать. Пробежимся опять уже по стандартным вопросам, потому что под каждым видео, честно, ребят, я уже устал отвечать вот это вот: Морша, правда фиалки заберут? Да блин, правда, в начале года об этом еще сказали, фиалки поменяют на обычные карточки. После этого мне больше всего нравится вопрос, наверное, мой второй по любимости: а когда их заменят на обычные карточки, у них статы останутся как у фиалок? А почему они должны остаться как у фиалок? Они станут как у обычных карточек. Да, ребят. 22 часть для меня, в принципе, является загадкой. И почему мы можем пользоваться этим геймплеем? Потому что нам обещают мультиплатформенность. Смотрите, мультиплатформенность в первую очередь у нас будет точно такая же игра, как и на ПК и консолях. То есть по возможностям, по финтам, по физике и по всему остальному игры должны совпадать, потому что по-другому это, в принципе, не реализуется. Сразу, да, отвечаю на еще один мой любимейший вопрос. Морж, а вот то, что у нас будет мультиплатформенность, у нас будет такая же графика, как на ПК и консолях? Ну, дорогой мой товарищ, если ты хочешь сказать, что твой телефон по мощности сопоставим с современными ПК и консолями, то, конечно, у тебя такая графика может быть. Но любой человек может сделать адекватный вывод, что телефоны как бы, ну, не настолько мощные еще, вот, чтобы заменять ПК или консоль. И, наверное, логично делать вывод, что графику, конечно, нам порежут. В остальном, в принципе, все должно быть точно так же. Как это будет реализовывать Konami, для меня, если честно, небольшой вопрос. Потому что я вам уже не раз приводил это в пример и не устану приводить. Одно дело, когда у тебя в руках джойстик, другое дело, когда у тебя в руках сенсор. Да, на мобильных устройствах начнет поддерживаться джойстик, но это максимально неудобно. Его с собой постоянно таскать, подключать его к телефону и получать игровой опыт, ну, полноценный игровой опыт, только при помощи джойстика. Мне кажется, что это, ну, немножечко нелогично, потому что мобильная игра, само слово «мобильный» подразумевает мобильность, как ни странно. Вот, и поэтому я не знаю, каким образом Konami смогут сделать управление на сенсоре у нас на телефонах равноценным тому, которое есть у людей на ПК и консолях. При всех раскладах, как расположить на сенсоре 4 основных кнопки, 2 стика, 4 стрелочки, плюс еще 4 шифта. Ну... Для меня это остается очень большой загадкой. А если они будут делать приколы, там, типа, нарисуйте букву О, чтобы у вас сработал правый shift, нарисуйте букву О с точкой, чтобы у вас сработал левый shift, то вы сами понимаете, все равно для мобилок это будет хреново. Представьте, насколько отклик, то есть человеку на ПК нужно будет просто нажать shift, а ты будешь вот эти ошки на экране рисовать. Мне кажется, такой вариант, ну, максимально глупый, хотя от Konami можно, конечно же, ожидать всего. В остальном у нас должна быть как бы общая вселенная игры. И, кстати, вот по этой общей вселенной тоже у меня возникают вопросы. Люди на ПК и консолях потеряют свои составы, то есть 22 часть будет абсолютно новая, там будет некоторый ветеранский бонус, если ты играл в предыдущую часть, но не более того. У нас же оставляют составы практически полностью. Да, фиолетовые игроки станут обычными, с обычными статами, но, тем не менее, легенды и иконы у нас остаются. А вы знаете, если сидите в каких-то группах в соцсетях, что... У огромного количества человек аккаунты полностью легендарные, да, они там не донатили ни копейки, просто где-то на удаче. За год они навыбивали кучу икоников, легенд вообще можно было получить за ГПшечку, вот, ну и сейчас до сих пор можно. И тут возникает, ну, у меня, по крайней мере, некоторый дисбаланс. То есть, почему мы становимся не совсем в те же условия, как игроки на ПК и консолях. Я понимаю, что в нашу игру играют разные люди, и достаточно популярно мнение: не дай бог у нас что-то заберут. Этим людям я не буду пытаться что-то объяснять, они сами потом в итоге придут к этому выводу. Я просто приведу вам свой пример. Я играл во множество игр, вот реально во множество за то количество времени, сколько я, в принципе, живу, и если я взламывал игру и получал в игре все, то становилось мне в нее неинтересно играть дня через 2-3, ну, по сути. То есть, когда у тебя есть все, когда тебе не к чему стремиться, то интерес к игре само собой падает, и здесь нужно рассматривать этот опыт не только со стороны игрока, ну вот,
типа, у меня что-то заберут, вот какие они плохие. Нужно как бы рассматривать со стороны разработчика, потому что любая игра, любой проект — это в первую очередь способ зарабатывания денег. И не поверите, для Konami это тоже способ зарабатывания денег, несмотря на те глупости, которые они творят. И поставьте себя на место разработчика. Зачем вам нужны игроки, у которых есть все, которые, в принципе, пользу проекту не принесут? Я понимаю, что для своей мамы вы самый хороший, самый замечательный, вы вообще лучший человек в мире, и таких, как вы, больше нет. Но для разработчиков Konami вы либо приносите пользу, либо не приносите пользу. И, к сожалению, это правило жизни, это правило мира. Поэтому такие игроки абсолютно бессмысленны с точки зрения Konami. И меня действительно удивило то, что на мобилках оставляют составы. Почему так они решили сделать? Здесь вопрос спорный, у меня объяснения нет. Вы можете написать в комментариях, если у вас есть логичный вариант, почему они так сделали. Хотя Konami и логика, да. это страшные слова, особенно, собственно, когда они находятся друг рядом с другом. При этом уже заявили и повторили несколько раз, что составы с мобилки перенести на ПК или перенести на консоль будет невозможно. Ну, в принципе, логично, потому что, представьте, у нас пооставались составы, а люди на ПК и консолях начинают на нулевых составах, мы бы, естественно, им эти составы продавали. И тогда, конечно же, рынок аккаунтов бы получил новую жизнь, так сказать, получил новую ценность игроков, но пока что этого всего нет. Также нам показали скриншоты, я публиковал у себя в Телеграме, ссылки на него, кстати, в описании. И в закрепленном комментарии по поводу того, что игроков можно будет напрямую подписывать за определенное количество ГП. И, собственно, ну это будет, как получается, как аналог трансферного рынка. Но меня больше заинтересовало, хорошо, допустим, там за Левандовского будут просить 1 200 000, а вот квикнуть Левандовского, ну то бишь продать, я уверен, что прямого трансферного рынка между игроками не будет. То есть я не смогу своему другу продать какого-то конкретного игрока. Будет такой полуоффлайновый рынок, где я за определенную сумму могу купить и там за определенную сумму продать. Так вот, у меня вопрос вообще на тему продажи. Если за Левандовского 1 200 000 просят, то, извините, а цена продажи его будет какая? И если цена продажи его будет хотя бы 50к, то, естественно, сейчас стоит оставлять игроков, вообще никого не квикать, чтобы квикнуть их в 22-й части и, собственно, получить кучу денег за это все дело. Тут у нас на 76-й минуте неужели все-таки первый гол влетает, я даже не... Ферран Торрес забил. Ну что ж, празднование в модельке по сравнению с осенью улучшили на порядок, причем достаточно красивый подкрученный удар в дальний угол получился. Ну что ж, завтра я уже смогу это пощупать своими руками, сказать, конечно же, свое мнение. Кстати, по поводу квика, завтра у нас уже будет работать, как я понимаю, Dream Team, назвали новый они режим так. Раньше был My Club, если честно, я не знаю, какой смысл изменения названия, но, с другой стороны, я не совсем понимаю смысл изменения названия популярного бренда, да, известного бренда PES на бренд eFootball. Зачем так было делать? Я, если честно, понятия не имею. Так вот, завтра я надеюсь, что я уже в этот, собственно, Dream Team побегаю. Покажу вам, конечно же, за сколько будут квикаться игроки, и логично, что если у нас одна вселенная, да, если у нас мультиплатформенность, то какие цены на ПК будут, такие же цены будут и у нас. И если по квику будут хорошие суммы, то, наверное, вообще будет смысл сейчас запасаться дорогими игроками, чтобы потом квикнуть и получить охрененно огромное количество ГП. Ну, это лично мое мнение, по крайней мере, я рассчитываю, что такая информация у меня будет. Итого, на данный момент, ребята, смотрите, на 22-ю часть ГП у нас переносятся, eFootball поинты переносятся, голда переносится, она будет по-другому называться, но тем не менее она переносится, поэтому стоит сейчас просто пополнять ваши запасы, чтобы потом в 22-й части играть максимально удобно и максимально удобно это использовать. Как я уже в своем телеграм-канале писал, что нам говорили, что так называемый сезонный пропуск можно будет купить за игровую валюту, то есть за золото в нашей игре, поэтому я посоветовал ребятам оставить на 22-ю часть некоторую сумму, чтобы этот, собственно, сезонный пропуск себе позволить. Я думаю, больше чем пару тысяч он стоить не будет, но на всякий случай можно оставить и поболее. Тем более это актуально для ребят, которые играют из России, которые вообще не смогут оплатить, даже если очень сильно захотят задонатить, они на данный момент задонатить никаким образом не смогут, так что лучше голдишечку оставить. Я понимаю, что вполне возможно, что в 22-й части будет гораздо сложнее поймать икоников, которые будут называться
так сказать, усиленными легендами. Опять же, не совсем понятно для меня это решение Konami. То есть у нас были хорошо легенды и иконы. Теперь они сделали легенды и усиленные легенды. Нахрена это, кроме путаницы, не даст ничего, по моему мнению. Но Konami вот так вот решили и вот так вот сделали. У меня много вообще, в принципе, вопросов к их решениям, самым разнообразным. Тем не менее, ответов и на них я не получаю. Я, как и другие блогеры, вот что называется, по крупицам собираю информацию, пытаюсь ее донести вам. Ну и как видите, опять же, никакой информации, допустим, по новым режимам, допустим, по новым событиям у нас на данный момент нет. По сезонному пропуску сказали, что завтра он доступен не будет, то есть его еще не доделали, хотя это реально очень простая вещь, которую максимально просто сделать, но Konami все еще не сделала. Да, кстати, посмотрите, новая схема пенальти. То есть вы видите, прицелом направляется, в какой угол будет у нас идти удар. И это здорово. У нас в мобильной версии, вы сами знаете, что пенальти просто в угол нарисовал, даже мимо ворот игроки в принципе никогда не бьют. Поэтому мы ждем новую физику, мы ждем, само собой, те же все события, которые будут у нас и в большой версии. Надеюсь, что... надеюсь, что Konami сделала выводы какие-то после осени, потому что, честно, если завтра будет провал, а вы сами понимаете, что после провала осенью к игре внимания будет в десятки раз больше, ее будут разбирать, что называется, по косточкам. Если это будет говёно, если это будет хреново, то вообще такой бренд, как PES, можно будет просто хоронить. А очень сильно, на самом деле, не хотелось бы. Поэтому у нас сейчас только надежды. Ну и ожидания больше информации по мобильной версии. Опять же, повторюсь, потому что куча вопросов, не знаю, почему люди... Вроде как бы выпускаю видео, но почему люди слышат одну фразу, но не слышат другую, я с этим тоже, судя по всему, никогда не разберусь. По мобильной версии у нас нет на данный момент никакой даты выхода, мы не знаем, когда она выйдет. Вот, как только будет какая-то информация, я само собой сообщу. Но, как я понимаю, все это дело уже на финишной прямой. Хотя я понимаю, что есть определенные моменты, которые усложняют, собственно, выход этой 22-й части для мобилок. Будем надеяться, что Konami это сделает в ближайшее время, хотя бы даст нам информацию, а я вас буду держать в курсе. Вот такие мои мысли, вот такой матч мы посмотрели. Выводы делайте сами, пишите в комментариях. С вами был Мош, пока-пока.